Всем привет! Меня зовут Владислав Панков, и я врач-ортодонт. Это видео посвящено устройству и строению брекет-системы, а также основным принципам его работы. Брекеты – это довольно сложное устройство, которое постоянно меняется в процессе ортодонтического лечения и состоит из множества компонентов. Давайте рассмотрим каждый из них. Все до одного брекета состоит из основных элементов. В первую очередь это основание брекета, это та часть, на которую наносится клей и которая непосредственно прилегает к зубу. Кроме того, основная часть брекета, в которой есть лигатурные крылья, за которые цепляются лигатуры, и крючки, к которым цепляются эластики. И самая наиболее важная часть брекета это паз. В паз вставляется дуга. Дальше идут отличия. В лигатурных брекетах дуга удерживается с помощью эластических либо металлических лигатур. В любом случае это внешние элементы. В самолигирующихся брекетах дугу в пазу удерживает специальная крышка или клипса. Именно поэтому они называются самолигирующиеся, то есть самостоятельно удерживающие дугу в пазу. Несмотря на то, что брекеты это всего лишь крепеж, который перераспределяет силу дуги, это все же довольно сложная конструкция, в которую заложены определенные параметры, индивидуальные для каждого конкретного зуба, то есть брекеты не взаимозаменяемы. Основная задача брекетов это крепко и надежно удерживать дугу в пазу и перераспределять силу этой дуги на зубы. Также на брекетах имеются крючки, которые используются для того, чтобы цеплять на них дополнительный обвес. Чаще всего это эластические элементы. Ну и, конечно, брекетам нужно быть красивыми. Вышеупомянутые дуги, они же лески, проволоки, нитки и все что угодно. Нет, ребята, дуга – это дуга. Запомните, пожалуйста, и не нервируйте вашего ортодонта. Зубы изначально стоят неровно. Брекеты же фиксируются ровно относительно конкретных зубов, поэтому между ними возникают перепады. Дуга стремится разровняться, так как имеет память формы, и, соответственно, двигает вслед за собой зубы. Основной принцип работы брекет-системы в том, что в начале, когда у нас зубы максимально неровные, ставятся тонкие дуги, которые, тем не менее, развивают достаточную силу для того, чтобы зубы постепенно выравнивались. С каждой дугой перепад между зубами становится все меньше, соответственно, зубы становятся все более ровными, а мы переходим на все более жесткие дуги. Таким образом, к концу лечения все перепады устраняются, и если брекеты были зафиксированы правильно, зубы становятся ровно, так как вы и мечтали. Сами дуги имеют дополнительные элементы, и в первую очередь это стопора. Они бывают как металлическими, так и композитными. Их основная функция – предотвращать смещение дуги слева направо, для того, чтобы дуга оставалась стабильной, не выскакивала из последних брекетов и не колола с противоположной стороны. Кроме того, начальные тонкие дуги чаще всего загибают за последним брекетом. Делается дистальный изгиб, таким образом, чтобы дуга была загнута к зубу. В этом состоянии дуга остается стабильной раз, и во-вторых, она не колет в щеки. Но даже самое простое ортодонтическое лечение зачастую не обходится силами одной лишь дуги. Нам требуется дополнительное навесное оборудование, которое будет более точно и в нужном направлении двигать зубы. В первую очередь это пружины и цепочки. Пружины – это, собственно, маленькие пружинки, которые ставятся поверх дуги и развивают некоторую силу, которая расталкивает зубы. Это необходимо для того, чтобы выравнивать зубы, раскрывать место от удаленных зубов, выравнивать центр и во многих других ситуациях. Второй элемент – это эластические цепочки. Они прямо противоположны по смыслу пружинам и стягивают зубы. Они требуются, когда между зубами появились или были изначально промежутки, когда требуется выравнивать центры и во многих иных ситуациях. Кроме того, в ортодонтии очень часто используются эластики, они же эластические тяги. Они требуются для коррекции прикуса, в качестве помощи в случае движения зубов и в иных ситуациях.
На брекетах существуют специальные крючки, к которым крепятся эти эластики. Пациент меняет их самостоятельно несколько раз в день, согласно тем рекомендациям, которые дает ему ортодонт. Как вы уже поняли, брекет — это сложная и многокомпонентная система, поэтому крайне важно ей грамотно пользоваться. От этого зависит как скорость ортодонтического лечения, так и его качество и комфорт для пациента. Поэтому очень-очень важно выбрать грамотного и квалифицированного врача, который для вас сделает тот результат, который вы себе представляли. Я надеюсь, что в вашей жизни одним вопросом стало меньше, и на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. До новых встреч!